Расскажите, пожалуйста, о молодежной политике в Северной Осетии. Северная Осетия достаточно молодая республика, и исходя из того, что это не просто банально, что будущее за молодежью, мы, конечно, делаем все, чтобы наша молодежь овладевала и знаниями, и была здорова, и духовно, и физически, и нравственно. И если чиновничьи сторону вопроса рассматривать, то, конечно, есть молодежная политика, есть Министерство по делам молодежи, есть в парламенте соответствующие структуры, есть проекты, программы, финансирование, но на проблему молодежи надо смотреть гораздо шире. Это среда, в которой молодежь растет. Поэтому мы хотим, чтобы северо-осетинское общество было здоровым, правильно оценивало жизнь, умело преодолевать трудности. И мы настраиваем молодежь нашу на то, что никто ей не обещает безоблачных лет впереди. Скорее всего, будут непростые времена, и мы настраиваем свою молодежь на то, чтобы она с духом победителя жила. В целом, я радуюсь нашей молодежи, и чем больше мы видим лучших примеров поведения нашей молодежи, вот на этом фоне тем уродливее бывает то, что мы, к сожалению, тоже иногда видим. Это преступность, наркомания, безнравственность, бездуховность, нежелание учиться и так далее. Но это болезни, которыми болели все поколения, и мое тоже. Но я уверен, что в Осетии очень хорошая молодежь. Я спокоен за будущее моей республики. Уровень безработицы в нашей республике по сравнению со средним уровнем в Северо-Кавказском округе не такой, чтобы вызывать тревогу. Вот. Что касается дотационности или недотационности, я всегда пытаюсь донести до любого. Дотационный является субъект или недотационным, это вопрос никакого отношения не имеет к тому, чтобы оценивать республику или область, край. Потому что изначально все в разных условиях. У одних есть недра, у других есть другие богатства. Есть территории, которые бы, что бы ни делали, они не будут донорами, не должны быть, и не надо, и никто этого не ждет. Страна, федерация, есть федеративные взаимоотношения, в том числе бюджетные. Там все расписано, никто с протянутой рукой не ходит. Если территория растет, и у нее растет внутренний валовый продукт, она отчисляет налоги в федеральный бюджет. Это нормальное явление, поэтому попрекать дотационностью это просто безграмотно. Но тот, кто мало соображает, тот почему-то носится с этой проблемой. Плюс безработица для Кавказа – это не плоское, тупое восприятие этой фразы. У нас избыток рабочей силы, избыток. Он был и в советское время, но в советское время об этом думали, переживали и увозили сотни тысяч людей вахтовым методом работать в другие территории России. Сегодня обстановка продолжает сохраняться такой, что каждый сидит в своем субъекте и не хочет никуда выехать, даже если он способен в другом конце России поработать и реализовать свои профессиональные качества и возможности. Вот когда мы поймем, что наша страна – это у нас один дом, и он наш общий, и когда наши люди вернется возможность в любом конце России устраиваться и работать на шахтах и в других местах, где у нас много специалистов, то эта проблема будет решаться естественным образом. То есть речь идет об избытке рабочей силы, а не о безработице в плоском вот таком жестком понимании этого вопроса. Была разработана стратегия для Северо-Кавказского региона, стратегия развития. Какие направления вы считаете самыми приоритетными? Ну, они известны, я не буду ничего открывать. Это создание новых рабочих мест. Проблема тоже легко сказать, но трудно понять до конца. У нас часто, чем чаще произносят фразы, тем меньше соображают вообще, о чем идет речь. Сегодня создавать рабочие места – это значит внедрять технологии. Сегодня технологии безлюдные. Чем современнее технологии, тем меньше людей там должно быть. Поэтому
Стратегия на создание рабочих мест – это помочь людям самореализоваться в мелком бизнесе, в малом бизнесе, в аграрной сфере, в фермерстве. Вот. Что касается на другом конце этой проблемы, то там у нас крупные проекты развития туризма на Кавказе. Чтобы там не говорили скептики, это реальная задача, она будет выполнена.